Всем привет, кто заходит. Всем привет, привет. Ёлки, спичка поломалась. Профессиональный зажигатель спичек. Вообще не получается. О. Давай скорее. Все, зажгла свечку. Поломалась спичка. Не умею я это делать. В общем, вот зажгла. Смотрите, у нас тут свечка будет с вами гореть. Все как всегда. Спичка только поломалась. Эх, заходите, давайте будем смотреть. Сейчас я включу на телефоне. Всем привет еще раз. Привет, привет. Давайте будем смотреть подсказки. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Или подсказки. И вот на такой колоде будем смотреть подсказки. Давайте, пока еще не зашли, будем смотреть тогда общий раскладик. Пока еще люди не зашли. У нас будет общий расклад вот на такой колоде. Послание из будущего. 10 посланий. Выбирайте циферку от единички до 10. Будем смотреть 10 посланий. Загадали? Единички смотрим. Не нужно казаться тем, кем не являешься. Ты лучше, чем ты о себе думаешь. Цветок не соревнуется с другими цветами. Он цветет для себя. Вы уже самые лучшие. Давайте двоечки. Ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хорош. С тобой все в порядке. С вами все в порядке. Не надо никому ничего доказывать. Троечки. Третья позиция. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Четвертая позиция. Кто четверочки загадал? Перестань искать себя. Создай. Расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь. Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. Пятерки. Пятерки, ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Пятерочки, у вас тут выбор. Шестерки. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Что такое важное вы упускаете? Будильник поставьте на утро, не забудьте. Шестерки. Ой, шестерки, стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Вы знаете, в общем. Семерки. Семерки. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Восьмерки. Ты на верном пути. Твой план верный. Ты достигнешь успеха. Девятки. Ты забыл что-то важное. Ты еще успеешь все исправить. Что-то вы забыли. Быстрее вспоминайте. Десятки. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. Так, 10 у нас посланий из будущего. И сейчас посмотрим общий раскладик, да, что делать, что не делать, чтобы неделя была хорошая. И, возможно, эфир будет закончен. Давайте 3 позиции, общий расклад, 3 позиции. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Ой, нужно ехать туда, куда приглашают. Какие-то хорошие повороты судьбы, возможно. То есть, если вас куда-то зовут, езжайте, общайтесь. Здесь могут быть коммуникации, движения, передвижения. Тут что-то новенькое войдет в вашу жизнь. Какие-то изменения произойдут. Так что вот, не бойтесь, все хорошо. Что не нужно делать... Там эта карта была, да? Что не нужно делать... Не нужно делать, что все... не нужно делать. Не нужно думать, что все схвачено, что вот все вот так вот, все стабильненько, и все, и больше как бы никаких изменений не будет. Все вот так и есть, и так и будет, и длиться будет постоянно, без изменений, что нет, такого не будет. И здесь что не надо делать? Не нужно бездействовать, не нужно сидеть на попе ровно, как бы здесь нужно движение, здесь нужно куда-то идти, рваться, там ехать. Аннет, добрый вечер. Сейчас я посмотрю общий расклад еще. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать. Вторая позиция. Так, что делать, что не делать.
Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно закупаться подарками, затаривать холодильник. Нужно делать все, что, знаете, относится, все, что денег касается. Делать, накопить, потратить, заработать. Как-то вот так вот. Все вокруг денег, все такое материальное, земное. Что-то купить, покушать, приготовить, спланировать, да, какие-то вещи купить, продать, заняться спортом, где денег заработать. Ну, как бы вот такое вот планирование, углубление, вот подробное рассмотрение всяких дел. Такое вот у вас. Все, что вокруг денег крутится материального. Что не делать? Не нужно бездействовать, не нужно слишком много спать и отдыхать, потому что вы можете потерять драгоценное время. Тут нужно что-то планировать, что-то делать. Третья позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая? И что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно коммуницировать, общаться, разговаривать, болтать, так вот пить чаек. То есть заниматься тем, что приносит вам удовольствие, общаться с теми людьми, с которыми вам хорошо, обсуждать какие-то свои дела, которые вот у вас предстоят на недельке, да, или как день прошел. То есть вот такие вот разговоры по душам. То есть заниматься тем, что приносит вам удовольствие. Вот это нужно делать. И общаться с теми, с кем вам хорошо. Что не нужно делать? Что не нужно делать, не нужно бездействовать вот тут вот, не нужно быть одному, вот. Не нужно погружаться в свои такие земные дела, которые вот касаются только вас, да, что вот надо тут заплатить, там заработать, ну, слишком тоже не надо, больше общайтесь тут. Так что спасибо, кто посмотрел, кто в записи посмотрит. Давайте подсказки для Анет сейчас посмотрим. Для Анет подсказка, смотрим. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Такая первая подсказка вам. Так. Вторая подсказка для Анет, смотрим. Старайтесь избегать людей с негативным мышлением, они плохо на вас влияют. Ну да, они могут всю мечту на корню зарубить. Есть такие. Донат отправила Анет. Хорошо, сейчас посмотрим. Подсказка для Анет. Вы не похожи на других. Даже не думайте меняться. Не думайте меняться. Вы не похожи на других. И это нормально, это хорошо. Для Анет смотрим подсказку. Верь своим глазам. Перестань жить иллюзиями и посмотри правде в лицо. Сделай осознанный выбор. Верь своим глазам, да. То есть не придумывайте, а вот что есть, то есть как бы. Так, послание из будущего. Остановись и оглянись вокруг, ты упускаешь что-то важное. Подумайте, что такое важное вам нужно сделать. Вспомните что-то там, не знаю. Сейчас посмотрим вопрос. Ой, а тут два вопроса. От Анет и от Светика. Вот, давайте смотреть. Сначала Анет, потом Светик у меня. Его мысли о вас сегодня. Вот переживает ли он из-за ситуации его мысли о вас? Его мысли о том, что он очень-очень хотел бы с вами уютно посидеть, поговорить по душам, попить чаек, когда рядышком, обсудить, как прошли дела. Вот. Уютная такая беседа, хотел бы с вами уже что-то отметить, знаете, что-то порадоваться чему-то вместе. Вот, что-то такое вместе время провести очень хотел бы. Вот такие мысли. И он думает, что он все порешает, что все это будет, все, что он хочет, все он сделает. И он приедет, видите? Он приедет, он думает о том, прям карты, вот, что он хочет с вами по душам поговорить, видите, хочет что-то отметить, какой-то праздник вместе, хочет приехать к вам. Он очень-очень-очень хочет, прям очень-очень-очень, прям не знаю, прям
Так хочется прям это слово только вот прям очень-очень-очень хочет. К вам приехать очень хочет. Переживает ли он за ситуации? О, да, он очень переживает, у него там, видите, башня, переживает ли он за ситуации? Конечно, переживает, у него внутри все переворачивается, тут как бы очень сильно переживает. Тут прям крушение всего, прям. Очень расстроен, что не получается. Видите, планы на будущее есть, но почему-то вот не получается вот то, что приехать. И он, ну да, время нужно. Время нужно еще какое-то. Но не так долго, как вы думаете. Не так долго, как вот думается, все нормально. Приедет, все, движение у вас начнется. Так что вот через какое-то время будет движение вперед. Будете двигаться к своей мечте, он приедет. Вот. Нина Николаевна, добрый вечер. Что за вакант? Ничего страшного. Подсказка для Ирины. Хорошо, для Ирины. Так, Анет, так что он прям душой думает о вас, думает о том, как он приедет, думает о том, как он порешает все просто, видите, порешает все вопросы. И он очень расстроен, да, и вы расстроены, и он расстроен из-за вот этой ситуации. Но все решится, и вы пойдете в будущее, это прям быстро. После какого-то известия вы пойдете дальше быстро, знаете, после чего? Какое-то известие, какая-то новость будет такая хорошая, благоприятная, которая даст толчок вот вперед, когда вот вы сможете поехать, когда, например, чего-то вот не идет, бац, какая-то новость, какое-то известие, что-то такое приходит, да, вы что-то узнаете, и все, у вас начинается такое движение, такое развитие ситуации. Наконец-то, то ждем, а тут уже все, начало все двигаться. Здесь вот так вот. Что он еще думает? Он еще думает, что он никогда не выберет бедность. Он будет делать все, чтобы не было вот этой вот бедности, разочарования, потому что это очень сильно влияет на отношения, когда нехватка денег, нехватка финансов, да, нехватка чего-то, чего бы то ни было, нехватка любви, чего бы то ни было. И если вот не хватает, он не будет с этим мириться, видите, чтобы для вас он сделает все, чтобы вот вы с этим не столкнулись никогда. Нехватка чего-то, это уже плохо влияет на отношения, плохо влияет на самочувствие. Он выбирает идти к мечте, он будет стараться работать, он выбирает идти к тому, чтобы у вас все было хорошо, чтобы достичь своей цели. Здесь вот так вот. Что он еще думает о вас? Все, он уже все, больше ничего не будет говорить, потому что не трожь меня, говорит, я все тут это в раздумьях, хватит, говорит, достаточно информации. То есть он в мыслях своих ушел в себя, в общем, ушел в себя, планирует какие-то боевые действия, какой-то план, какие-то ходы наперед. Как будет, если так, что делать, если так, вот, да. Он пока немножко, видите, взял время подумать, потому что у него как будто два варианта решения ситуации вот этой вот, которая вот его волнует. И он будет думать, как это решить, да. Пока к нему какая-то идея не придет. Но он достигнет чего-то, а потом будет дальше думать, как достичь следующего. То есть как-то так вот. Добьется чего-то. У него, ну, не все там, не все его устраивает в делах, как хотелось бы. У него что-то хорошо, а что-то не очень идет, да, как-то вот не получилось что-то. Он может, кстати, сам себя накручивать. Очень много мыслей у него, очень много. Ему надо увидеть и понять то, что у него уже что-то получается, у него уже что-то есть. То есть ему надо взор свой, как бы мысли обратить на то, что уже получается у него. То, что у него классно, хорошо, вот он молодец, что он вот это сделал, вот это сделал. То есть на позитивные моменты в работе, а не то, что не получается. А он очень много думает о том, что у него что-то не получается.
Вот, его надо переключить на положительное, то, что вот ты это сделал, вот ты это сделал. Но тут не получилось, зато ты теперь знаешь, что вот так не надо делать, в следующий раз ты сделаешь по-другому, как-то вот так вот. Всего надо переключать, а то в мыслях немножко тоже. Очень эмоционально, очень много думает. Очень много думает, да, может закрываться на какое-то время, чтобы подумать. Ты может сам себя накручивать, может сам себе придумывать какие-то такие вещи, которых нет, короче. Он может все решить. Он может все решить, просто у него все в голове тут. Не надо надумывать. Ему нужно просто быть спокойным. А вы его можете, может быть, это тоже, когда с вами немножко поспорить, да, или как-то вы на него наругаетесь, у него немножко неспокойно. Вот эта нестабильность получается. Да, скоро какое-то известие от него получите, что-то он вам скажет, что-то, какие-то новости будут, что-то новенькое такое. Ну что, ну я не знаю, это не новенькое, люблю тебя, давай быть вместе, да, беру тебя своей невестой. Ну как бы вот так вот. Мне не скажет, что это новенькое, как вы это знаете. В делах он решает вопросы, в делах принимает решения, в делах у него там есть сложные моменты, которые еще нужно порешать. Поэтому тут в делах, ну, не все спокойно, но он уже многого добился, как бы, за что стоит себя похвалить, а не то, что вот не получается что-то. Переключайте его на позитивные вот эти мысли, на то, что уже получилось, а не на то, что что-то там не вышло. На то, что получилось, молодец, получится еще там, еще лучше. Вот. Что вам нужно, чтобы у вас все было хорошо? Смотрите, вам нужна только любовь и честность, и все. Будьте откровенны друг с другом и любовь. Вот и все, у вас все будет нормально. Как бы все хорошо. Здесь нужно честно говорить, кто что хочет. И любить друг друга. Ну что вы делаете так-то, да? Подсказка. Измените свой взгляд на жизнь. Подсказка вам на этот вопрос. Измените свой взгляд на жизнь. Ну как-то посмотрите по-другому на эту ситуацию. Как-то вот... Ну, вот. Спасибо вам, Анна. Такой вот был ответ на ваш вопрос. Я успокоилась, теперь могу его взбодрить. А то сама расстраивалась тоже. Благодарю вас, тоже благодарю. Он тоже чувствует, тоже расстраивается. Поэтому вы ему помогаете, обращайте внимание и сами на то, что у вас получается, и ему помогаете на это обращать внимание. То немножко, да, он переключается, так же, как и вы, переключается, и весь в мыслях. О том, что как так. Вот. Вас тоже благодарю. Давайте теперь будем смотреть у Светика вопрос. Что ожидает в личной жизни в течение 6 месяцев? Ой, вас ожидает любовь, Светик. В течение 6 месяцев что вас ожидает? Любовь. Любовь. Притом, возможно, даже взаимная. Вы влюбитесь. Есть такая возможность, что как бы, да, смотрите, вы влюбитесь, вы, а он? Кто он? Любовь опять. Любовь, любовь, вас ждет любовь. Видите, вы прям в любви с одной, с другой стороны. Карты. Влюбленные. Кто он? Кто он? Он говорит, я твой подарочек. Кто он, этот мужчина? Вот смотрите, вы влюбитесь в такого вот умного, харизматичного человека, который считает, что он для вас подарок. То есть я твой подарок, ты меня заслужила, ты меня хотела, вот я такой. Но он рассудительный, может немножко держать эмоции в себе, не показывать все. Готов нести за вас всю ответственность. Готов за вас бороться, если кто-то будет еще рядом на вас там поглядывать. Ревнивый, кстати. Он будет бороться и доказывать, что он лучше, чем кто-то там. Кто-то там вообще рядом с ним не стоит. Вот как-то вот.
Так и январь-февраль где-то вы уже с ним познакомитесь, где-то вот пересечетесь уже где-то в феврале, он уже объявится. В январе как-то можете, как-то в январь тут непонятно, потому что январь вроде как он еще будет идти в февраль, да. А в феврале будет, в феврале ждите, в феврале, говорит, придет. Это... Близко или далеко, но здесь как будто он на расстоянии. Близко или далеко. Сначала смотрите, как у вас будет развиваться личная жизнь. Сначала здесь у вас такое настроение, апатия, как будто все, ничего больше не будет, никакой любви, ничего не хочу, пошли все нафиг, все мужики обманывают, такой пользуются. Вот такое будет у вас настроение, типа всех послала в сад, пошли все нафиг. Да, буду, говорит, это вот, буду сама, как хочу, что хочу, то и делать. Не нужны мне тут какие-то там ухажеры. Будете так думать. Ревнуют еще, то все, да, буду работать. То есть вы будете в работу ударитесь. И тут любовь. В работу ударитесь, и тут любовь придет. Смотрите, тут что-то такое будет у вас, какая-то встреча, знакомство, кто-то с вами флиртанет, кто-то будет оказывать вам знаки внимания. Вот. Так что, когда вы подумаете, что не хотите никого, вот тут и появится кто-то. Вот. А что вам с ним делать? А что хотите, то и делайте. Смотрите, тут будет все по-честному, по справедливости. Вот как вы захотите, так и будет. Здесь как-то будет все открыто. Человек открыто вам скажет, чего он от вас хочет. И как бы вы мимо него не пройдете. Даже если вы не будете куда-то выходить, все равно судьба вас ведет так, что вы познакомитесь. Так что не переживайте. Дальше сами будете решать, что с ним делать. Будет человек такой. Так что в личной жизни тут у вас знакомство с новым мужчиной в течение 6 месяцев будет. Как у вас будут развиваться? Ну, смотрите, отношения у вас будут вот так вот начнут развиваться, что как бы он будет думать, что вы только его, никому вас не будет отдавать. Ну, потому что он ревнивый, естественно. Вот, и как бы вы его, и будет у вас свидание. Свидание, романтика, встреча, любовь. Тут прям вот будет вам уделять много внимания, но никуда вас отпускать не будет. Вот. Такой вот он. Вот, и тут вас ожидает, прям смотрите, счастье прям вместе. Вам будет хорошо. Вы можете даже, если хотите, там семью создать с этим человеком. То есть такая возможность будет. Угу. Только вы будете сначала очень сомневаться. Он вам понравится, но вы будете сомневаться. Стоит, не стоит вообще с ним начинать отношения, потому что было такое, что не очень мужчины встречались, да, и будет тянуть к нему, но вы будете бояться, будете думать еще, решать. Стоит, не стоит, ну, или как-то не очень-то и хочется, да. Потом он начнет вам писать, и все, и будет приезжать. Вы будете бояться строить отношения. Вы будете бояться, будете думать, что вас затянет туда, что он будет манипулировать, что вы на нем подвиснете, зависнете, и все, короче. И, в общем, как было раньше. Но так не будет, нет. Ну, как будет, не говорят, но как раньше не будет. Оно будет. Тут, возможно, очень хорошие отношения создать с этим человеком. Так что ждите, в течение 6 месяцев прям мужчина идет. Говорят, подожди, начнется новый этап в твоей жизни, и там будет у вас взаимопонимание как-то, и вы будете одинаково вкладываться в отношения. Не будет такого, что он будет пользоваться Нет, он будет стараться работать над отношениями. Да, он может какой-то там требовательный, да, вот он такой, он привык, просто он мужчина. Но с вами будет чувствовать себя спокойно, и вы тоже. Вам будет спокойно вместе. Вы будете достигать какие-то свои цели и мечты. Ну, тут вот, возможно, даже и беременность. В общем, если вы захотите, то с этим человеком можете создать семью.
Да, так что смотрите сами. Встретите мужчину своего. Любовь будет. Любовь. Даргрейн, здравствуйте. Где ссылка на донаты? Сейчас скину. Светик, спасибо за вопрос. Давайте посмотрим. Сейчас Светику посмотрим подсказку. Подсказка. Личная жизнь, да? Относитесь ко всему с чувством юмора. Такая подсказка вам на ваш вопрос. С чувством юмора. Да, буду размещать ссылку в начале тогда всегда, а то я забываю. Так что тут так. А, еще вопрос. Отношения. То есть его отношение не к вам, а к другому человеку, да? Аноним, вам смотрю. Его отношение к женщине, не к вам. Какое у него отношение к той женщине? Скрывает свою любовь. Чего? Обманывает себя. Ну, насчет той женщины тут вообще вышло, что он старается не показывать свои чувства к той женщине. Он скрывает, что чувства еще есть. Я не знаю, в каких они отношениях. Чувства к той женщине есть, но он их скрывает. Он думает, что он обманывает себя, что как бы их уже нету. Чувства есть, но он как будто думает, что это непонятно, есть они или нет. Он не понимает. Старается их не показывать. Он что-то решает насчет этого человека. Он решает какой-то вопрос, он еще не определился. Он не будет показывать свои чувства, скорее всего, пока что. Он решает, а показывать свои чувства или нет. Он очень думает. Но в прошлом, как будто с этим человеком, про которого вы спрашиваете, здесь были очень хорошие отношения. Не знаю, как сейчас, но вот в прошлом показывают, отношения были классные, они были друг на друге завязаны. Ему нравилось в то же время, может быть, это было и невозможно, но когда были хорошие моменты, да, хотел бы вернуть что-то, но как будто вернуть уже нельзя. Как будто вернуть уже нельзя, и это уже как бы, ну, что есть, то есть. Просто у него остались воспоминания, если вот с этим человеком, про которого вы спрашиваете, с этой женщиной. Есть хорошие, приятные воспоминания. А, это к вам? Тогда вот он не показывает свои чувства, и у него есть воспоминания, когда вместе вам классно было, а сейчас как будто уже все. Как будто между вами какая-то пропасть, как будто вы что-то не договорили, или, может быть, как будто вы наоборот поговорили, и у вас разные мировоззрения. И получается, что вроде бы классно, но будущее у каждого свое, видение будущего. Вот. Но свою любовь скрывает еще чувства. Считает, что уже ничего невозможно. Постоянно думает, как же было хорошо. Хотел бы вот эти моменты вернуть, хотел бы. Но считает, что уже нет. Он не идет на разговор, убегает, но он так и, видите, тут как раз самые первые карты вышли, что он будет скрывать свои чувства и не будет говорить. Он даже может обманывать, вот по этим картам.
Даже может говорить что-то неправду. Он просто решил для себя, что это невозможно. То, что раньше вот он вспоминает, конечно, было классно, хорошо. Он вообще не определился еще насчет вас. То есть здесь такие карты вот выпадают, когда он думает и еще не определено будущее, так или так. Очень много мыслей. Он так и будет закрываться. Какие у вас возможные отношения, он так и будет закрываться от вас. Закрываться, закрываться и все. Как будто это оставил он в прошлом. Он думает, что чувства со временем совсем угаснут. Если не общаться, если не встречаться, то чувства уйдут на нет. Хоть сейчас еще есть воспоминания, но считает, что если не будет видеться, не будет разговаривать, общаться, вот как бы, то чувства окончательно уйдут. Ну так и есть карта. Это правда так и есть, да. Наступит холодность, безразличие, и вот если не будете общаться, так и будет. Уже не будет волновать человек. Если не кто-то. Нет, у него никого нету. У него нету никого, даже если кто-то рядом есть, то этот человек ему не интересен. Если кто-то на него... Нет, на него тут... Нет у него никого, нет. У него есть какие-то свои цели. Что-то он хочет достичь свое. Он еще не принял какое-то решение. Он сейчас в принятии решения какого. Нет у него сейчас никого. Ему как будто сейчас вообще не до этого. Вот. Он хочет, чтобы вы на него не давили, чтобы он хотел от вас. Он хотел бы, чтобы вы на него не давили, чтобы вы не заставляли его там что-то делать, доказывать, спрашивать, выпытывать, как лучше, чтобы вы подождали. А вы будете с ним, а вы хотите с ним общаться и ревнуете, возможно, и вам из-за этого тяжело. Попадает такое. То, что тут как бы то, что... Ладно. Он очень много думает о будущем, хотел бы классных, в общем, стабильных отношений, романтики, но пока что к этому не готов. Здесь так получается. Пока не готов. Ни с вами, ни с кем бы то ни было еще. Вообще ни с кем не готов пока что. Он хотел бы, но не будет строить отношения с тем, кто не на одной волне с ним. Он будет в отношениях с тем, кто будет чем-то жертвовать ради него. Тот, кто будет... Кстати, тот, кто приберет его к своим рукам, тот, кто будет его ревновать, никуда не отпускать. Это тоже нормально для него. Ему это понравится, как если вот человек будет держать его в ежовых рукавицах, что ли, ну как-то вот при себе. Контролировать. Немножко ограничивать. Ну, здесь как-то аккуратно, как-то это все делается. Вот, сейчас карты упали. Но пока он не готов к отношениям, да, он тут выбор у него, тут вообще насчет будущего еще не определился и пока что не хочет ничего. Пока нет. Ну, не ждите, в общем, ничего от него. Вот. Не стоит.
Подсказка на ваш вопрос. Извлекайте из опыта позитив. Такая подсказка. Так что спасибо, Елена. Ой, а куда они исчезли? Подсказка для Ирины. Вот где Нина Николаевна, подсказка. Так, у меня там дальше не открывается сейчас. Мне что-то с телефона сбросилось. Ну все нормально здесь. Так и есть. Ирина, которая с чужого аккаунта. Подсказки для Ирины. Подсказка. Извлекайте из опыта позитив. Елена, вам тоже спасибо. Удачи вам. Старайтесь, девчонки, сейчас обратить внимание на себя. На то, что вы чувствуете, вы хотите. Хотите быть красивой, хотите одеваться красиво. Хотите никуда не ходите. Хотите что-то вкусненькое, хотите красивый бокальчик себе купить. Что-то такое для своего внутреннего вот это ощущения кайфа. То есть вы сами себе можете удовольствие приносить. Мужчины это понятно, это другое. Но еще и себя тоже любите, балуйте себя. Балуйте. Красивую посуда, красивая одежда. То, что с дырочками, уберите. Не стоит носить. Ладно, давайте. Для Ирины. Следующая подсказка для Ирины. Вы сможете все и даже больше. Подсказка классная. Для Ирины смотрим следующая подсказка. Не ищите никогда никому никаких оправданий. Если человек так поступил, значит он так хотел. Да. Это, кстати, так и есть. Чтобы человек не говорил свои оправдания, это все вранье. Подсказка для Ирины. Человека не переделаешь. Перестань пытаться кого-то изменить. Это не работает. Это не работает. Все разные, да. Для Ирины послание из будущего смотрим. Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Так, смотрите, даже не фокусируется. Имей совесть, что такое? Вот. Ура. О ком вы вспомнили? Кто первый у вас в голове возник? Чье имя? Позвоните. Спасибо, Ирина. Так. Антонина. Подсказки на всех. Антонина. Смотрим. Подсказка для Антонины. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Отпустите ее. Для Антонины. Оставьте прошлое, пора поставить точку. Смело двигайтесь в светлое будущее. Мне насчет предыдущей подсказки просто там такое пришло, что чтобы вы отпустили, это когда, вот, например, вы держите что-то, да, и ураган, ветер, а вы держите на веревочке это, а это уносит. И вот, то есть, если вы отпустите, вам станет легче, и вы избавитесь от каких-то проблем. А если не отпустите, то вас унесет где-нибудь об гору, там расшибет или еще что-нибудь. То есть там нужно что-то вам отпустить, чтобы стало легче идти. То есть как-то прошлое как будто отпустить. Что-то такое есть. Кубик, добрый вечер. Отправил донатик. Спасибо. Сейчас Антонине посмотрим, потом донат. Антонина, смотрим. Следующая подсказка. Следуйте своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно. Что угодно, что угодно. Следуйте своей дорогой. Для Антонины смотрим подсказка. Ого, выпей бокальчик. Так, ну-ка настраивайся. Вот эта камера, да, которая новенькая, она только вот видите, как плохо настраивается. В любой непонятной ситуации выпей вина. Не нужно много, выпей 1 бокальчик. Ну или 2. Действуй. Вам говорят, действуйте. Расслабьтесь и вперед. Не обязательно вино, если вы не пьете вино. Можно выпить вкусный лимонад. Или стакан кофе, да. Из будущего подсказка.
Так, Антонина, смотрим. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Так что занимайтесь чем-то таким, что вас наполняет, что вам нравится. Делайте там браслетики, не знаю, видите, что-нибудь еще там, что вам нравится. Снежинки повырезайте. Это, конечно, ну просто рисуйте, там, выходите на природу, то, что вам нравится. Занимайтесь спортом. Кстати, когда занимаешься спортом, энергия прибавляется, и у вас красивая фигура становится. Что плюс. Спасибо, Антонина. Сейчас буду смотреть донат. Валерия. Возобновится ли ваше общение? В течение месяца не возобновится. Кому-то здесь уже все, люди ушли. Как бы пошли уже вперед, да, решили, что на этом закончим, оставим. Даже если было хорошо, кстати, или тут вот вы можете уйти. Но Антонина нас тоже благодарю. Ну, как будто вы уже решили, что хватит здесь все, и вы решили идти дальше, без друг дружки. В течение месяца не возобновится. В течение 2 месяцев, кстати, вы можете где-то встретиться на вечеринке, где-то пересечься можете. Ну, здесь я бы не сказала, что будут отношения, потому что здесь такие карты. Видите, здесь вы можете подсматривать друг за другом в интернете, смотреть там, как дела, есть ли какие-то изменения, да. Вы можете очень сильно эмоционировать. Ну, здесь говорят, здесь не нужно эмоционировать. Здесь просто поймите, что вам приносит удовольствие. Наслаждайтесь этим. Берите свою жизнь в свои руки. Делайте так, как вы хотите, чтобы было. Здесь не нужно зацикливаться на чем-то таком, что не получилось. Это уже как бы в прошлом. Вот, в прошлом осталось. Здесь есть возможность возобновить отношения, да, но они все равно потом закончатся как будто на пике, опять же. Вот, видите, есть возможность восстановить, да, отношения, общение, но здесь как будто это будет через какую-то внутреннюю борьбу, как будто это будет нелегко. Да, вы можете какое-то время, вам будет хорошо вместе, но как будто на пике, прям когда все хорошо, опять все рушится. Здесь как будто бац, и все, разрушение. Не, мужчина уже не готов, мужчина будет, видите, закрываться и... Здесь как будто, знаете, как будто, вот не знаю, как будто вот вроде бы сейчас все хорошо, да, нам вместе, классно-классно, а вот в будущем, а будущего не видим. Вот так, как будто он не видит будущего. Нету, как будто, вот, это все сейчас, все то, что могло быть. Это максимальное, это как бы возможно, и все. И больше не будет. Поэтому пора уходить. Так. Тут вряд ли будет возобновление. Если вы где-то пересечетесь, то это ненадолго. Здесь какой-то мужчина в вашей жизни будет. Я не знаю, это он или нет. Когда вы перестанете себя накручивать. Как будто вам нужно прислушаться внутри к себе, чего вы хотите. То, что вы действительно хотите. Не то, куда вас тянет, и вы знаете, что последствия могут быть не очень хорошие, а то, где вы наполняетесь, туда вам нужно идти. То, что вас наполняет, то, что вас не разрушает, туда вам надо идти. То, что вас разрушает, да, там ради какого-то минутного удовольствия, туда не надо вам. Не показывают, когда у вас будет новый человек. Здесь как будто какой-то мужчина будет у вас, но и пока не показывают. Здесь будет шанс встретить нового человека. Но пока не показывают как-то.
Хотела посмотреть. В марте, возможно, можете пересечься. Если в марте не пересечетесь, то там только через год. Через год зимой. Декабрь, январь, февраль. Если в марте не появится новый, то значит это через год, декабрь, январь, февраль. Там вообще вот так вот. Где-то. Декабрь, январь точно. В феврале свидашки будут. Здесь так вот. Как будто этот человек, про которого вы спрашиваете, он более эмоциональный, более энергичный. Тот, который придет, он более стабильный и земной. Вы не хотите нового. Ладно. Ну, как бы здесь уже все. Уход произошел, и как бы вот... Ну, можно восстановить на какое-то отношение. Ой, да, на какое-то время отношения, но ненадолго. Подсказка вам на ваш вопрос. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Вот, чтобы идти дальше, вам нужно отпустить. Потому что вы не можете, вы пока не отпустите, вы дальше не пойдете. Нина Николаевна, которая Ирина, пожалуйста. Спасибо от Ирины. Спасибо вам тоже, спасибо. Приходите. Смотрите, Валерия, я еще вам посмотрела, что вам нужно сделать, чтобы его отпустить. Здесь просто нужно больше себя ценить. То есть, если человек к вам не проявляется, не прохладно к вам относится, да, что-то не выполняет, не делает, оставил вас одну, без внимания, без заботы, ну фиг с ним, видите, ну как бы пусть идет в сад. Принимайте решение, видите, вы и он, как бы. Вот с такими мужчинами, которые говорят и не делают, да, что-то там обещают, то как бы, ну, не стоит, значит. Вы как-то себе поднимите планку, заботьтесь о себе. Вот как-то тут так вот. А ну, что вы сделаете, если он так решил? Вот. Да, вы просто подумайте о себе. Как бы, ну, придет хорошо, не придет, ну что ж, вы же его не будете тащить там, да, чтобы вот, давай будем, ну это же чувства, они же как, или они есть, или как-то другому человеку не навяжешь же. Тем более лучше, чтобы вас любил человек. Классно же, когда вы не напоминаете ему, а когда вот он сам заботится. Особенно, когда посмотришь эти корейские фильмы, да, эти дорамы, там, где он заботится так, что думаешь, блин, это только бывает в кино. Ну вот. Надо тоже наших мужчин так учить заботиться. Вот, спасибо за ваши вопросы. Да, успешно, позитивно вам недели тоже, Ирина, и всем. Ну что, в самом начале были общие у нас вопросики, если что. 10 посланий из будущего было в самом начале. Сейчас посмотрю, нет ли донатов. Если донаты закончились, то будем заканчивать тогда эфир. Да? Да, донатики закончились. Да. Вообще, обычно, если с человеком встречаешься, например, 2 года, то вам нужно 2 года, чтобы его забыть. То есть не то, чтобы забыть, а чтобы чувства остыли и уже больше в груди не болело, когда вы слышите про него какие-то новости или слышите имя его, да, или как-то вот, или имя такое же, как у него, или что-то связанное с ним. Вот, чтобы у вас больше не болело и вы не переживали, где-то должно тоже много времени пройти. Если тем более это чувства были действительно серьезные, да, то очень много времени надо. Если 5 лет были вместе, то 5 лет надо. Это реально долго, чтобы там все прошло, потихонечку улеглось, и вы уже спокойно могли реагировать на все. Ирма, здравствуйте. Подсказку на загадного человека можно? Давайте посмотрим.
Для Ирмы подсказка на загаданного человека. Так, смотрим. Доведите до конца начатые дела. Что-то нужно довести до конца, не знаю что. И избавляйтесь от мрачных мыслей. Вот. И доведите начатые дела до конца. Что-то надо довести до конца. Подумайте, я не знаю. Самый вкусный напиток — это вода. Ну что, всем посмотрели подсказки? Сейчас еще донатики проверю. Все, тогда донатики больше не кидайте. Буду заканчивать тогда эфир, да? Ну все, кто записи смотрит, тот записи посмотрит. Я вас обнимаю. Ой, обнимаю, целую всех. Желаю вам классной недели. Пусть у вас все получится, пусть у вас все будет хорошо. Приходите на эфирчики. Подсказки у нас бесплатные. Вопросики за донатики там, в общем, посмотрите. Все, всем пока. Сейчас буду кнопку искать, как всегда. Вечный поиск кнопки. Все, пока.